Сегодня мы начинаем первую часть спикерских про концепции. Сегодня наш приглашенный спикер – это ДЭББИ Д из Конкорда, США, 45 лет трезвости. Переводит ее Анастасия. Добро пожаловать, Настя, добро пожаловать, Дебби. Ваше время, пожалуйста. Спасибо. Okay, Debbie, you have been introduced, so the floor is all yours, and we have about 2 hours. Fantastic. All right. Hi, everybody. My name is Debbie, and I'm an alcoholic. Всем привет, меня зовут Дебби, я алкоголичка. I wanted to let you know a little bit about myself, and my sobriety date is February 8th, 1976, which means I've been with you for over 45 years. Я хотела вам рассказать немного о себе. Дата моей трезвости 8 февраля 1976 года, а это значит, что я с вами немного более 45 лет. My home group is the primary purpose group in Dublin, California, and my sponsor is a woman named Marilyn S. from Los Angeles. Название моей домашней группы по-английски primary purpose, основная задача. Находится она в городе Дублин, штат Калифорния. Моего спонсора зовут Мерлин С. из Лос-Анджелеса. I was introduced to the service legacy we're going to have an introduction to when I was about 2.5 years sober. Я первый раз узнала, точнее, меня ввели в курс немножко о наших заветах, о нашем завете, который относится к служению, когда у меня было примерно 2,5 года трезвости. That was in the late 70s, and it wasn't, general service wasn't something that was actively or frequently spoken of. Это был конец 70-х, про общее обслуживание тогда не особо часто и разговаривали. And I was at a conference, I was at the International Young People's Conference, and our city, at the time I was living in Minneapolis, was putting on a bid to be the next host. Я тогда участвовала, я присутствовала на конференции, это была конференция молодых людей, молодежи, и я тогда жила в Миннеаполисе, и наш город, наш штат соревновался за право провести конференцию. And one of the questions they asked the committee was, how many of you are in service? Now, many of us had different commitments or jobs at our local groups, but they had asked about also general service. И вот один из вопросов от комитета, который был задан, кто из вас занимается обслуживанием? То есть понятно, что мы все брали на себя какие-то служения. Эти служения, возможно, были в наших местных группах, разного рода служения, но вопрос был именно об общем, точнее, об обслуживании, да? о тех служениях, которые относятся к общему обслуживанию. And we had never heard of general service, and my attitude was, is there something going on in AA I don't know about? И мы-то никогда и слышать не слышали про общее обслуживание. И я подумала, подождите, а что-то тут в АА происходит, и я об этом не знаю. So I set out to find out what this general service was, and let me tell you, I had a lot of digging to do. Так что я решила, я узнаю, в чем там дело, вообще, о чем они говорят, что за общее обслуживание. И я должна вам сказать, что мне пришлось копать, и копать достаточно основательно. The general service districts in our community seem to have gone
inactive. And it took a lot of asking people, and they'd send me to someone else, and they'd send me to someone else to actually find out a little bit about this third legacy. Честно говоря, в то время наши округа, да, наши округа общего обслуживания, там они были не очень активными, и поэтому мне пришлось спрашивать людей, они направляли меня дальше, чтобы мне хоть как-то узнать вообще, о чем идет речь, получить информацию об этом нашем Третьем Завете. So what happened is I was about 20 years old and full of energy, and we targeted to reignite the local district, get general service representatives back active and alive again. And I'm happy to say that that continued all these decades later. Так что мне было 20 лет. У меня энергия просто била ключом, и я хотела просто зажечь эту искру энтузиазма, да, опять же, в нашем таком достаточно пассивном, что ли, округе, что касалось общего обслуживания. Вот, я хотела, чтобы у нас опять загорелись вот эти представители по общему обслуживанию. Я хотела, чтобы там началась движуха. И я рада вам сообщить, что движуха у нас началась. So I've been involved in various levels with general service ever since. And in sponsorship, when I was around 11 years sober, I made a decision to start sponsoring the way I wanted to be sponsored. Вот, так что я участвовала в общем обслуживании на разных уровнях. И когда у меня было примерно 11 лет трезвости, и, конечно, я спонсировала людей, и мне пришла в голову такая мысль, что мне нужно спонсировать людей таким образом, каким я бы хотела, чтобы меня спонсировали. Which is not to discredit the way my sponsors did things, but I decided to take it a little farther and to walk a sponsee through the 12 steps, the 12 traditions, and the 12 concepts. Я не хотела бы дискредитировать те методы, которые использовала моя спонсор в работе со мной. Я просто хочу сказать о том, что как спонсор я решила, а почему бы мне не сделать еще несколько шагов вперед как-то и не начать работать с подспонсорными и по шагам, и по традициям, и по концепциям. So I welcome all of you to what may be a very unfamiliar subject that you are open-minded to check it out. Так что я хотела бы вас поприветствовать, потому что это действительно предмет такой темный, достаточно незнакомый для многих из вас, и я рада, что вы хотите немножко побольше о нем узнать. So before we begin, if I could make a request, if you could put your camera on for a minute so I can see there's really live people there, I would love to say hello. And if you could show me by just raise your hand or raise your hand in the your reactions box or something, how many of you have ever been introduced or know anything about the 12 concepts? It'd be great to kind of get an idea. Just raise your hand. Okay, we got 1 and 2. Oh, you don't need the interpreter? What? They understand? А я что тут делаю?
Окей. Значит, есть просьба, у меня к вам есть небольшая просьба. Если вы можете включить камеры сейчас, потому что я просто хочу узнать, просто поднимите руки, кто вообще знает немножко о концепциях, знаком чуть-чуть с концепциями. Во-первых, мне нужно увидеть, что я все-таки говорю с живыми людьми, а во-вторых, мне нужно увидеть примерно, сколько людей знакомы с концепциями. Поднимите руки. Oh, great. We've got a few people who have been introduced or familiar with them. And I thank you for letting me see your beautiful faces. I'm talking to people here. Yay, this is wonderful. Thank you. Классно. Я вижу, что некоторые из вас знакомы. Кстати, достаточно большое количество присутствующих. И я очень рада видеть ваши лица. Я очень рада видеть живых людей. Я очень рада живому общению. Спасибо. Спасибо. So I'm going to pretend that you don't know anything about them, because if you do, then you'll have maybe a new experience in seeing the concepts in another light. Так что теперь я притворюсь, давайте поиграем, да, притворимся, что вы вообще о концепциях ничего не знаете, потому что если мы притворимся, что мы не знаем ничего, тогда, возможно, они для вас предстанут в новом свете. Вы на них посмотрите немножко по-другому, хорошо? Так что давайте притворимся, мы ничего о них не знаем. So typically when I share on the concepts, I don't do them in numerical order because it isn't clear a lot of times how things relate to each other. But today, because I've been asked to do simply 1 through 6, I will do them in numerical order. Должна вам сказать, что обычно, когда я говорю о концепциях, я не делаю их вот просто в том порядке, как они пронумерованы, потому что, мне кажется, это не самый эффективный способ показать, как они вообще относятся друг к другу. Но поскольку сегодня меня попросили поговорить с вами о концепциях с 1 по 6, я, наверное, сделаю их в том порядке, как они представлены, как они пронумерованы. So this is the screen share we'll be doing today because I really feel the concepts need pictures. Так что сегодня я покажу вам свой экран, потому что я действительно считаю, что концепциям требуются иллюстрации. Они нуждаются в картинках. Now, if you don't want to see this big screen, there are vertical lines to the right of the picture. You can shrink it down and see more people if you like. I just want you to know about that option. Хотела вам сказать, у вас есть такая функция, если вам не хочется смотреть на этот большой экран, увеличенный экран, там такая есть, посмотрите, найдите вертикальные полосочки, вы можете на них направить курсор и таким образом минимизировать экран, который мой экран, чтобы у вас была возможность видеть больше лиц, если вы хотите видеть больше лиц. А можете приковать свое внимание к моему экрану. My only experience is with the US-Canada service structure, so I apologize that I am not versed in the other structures around the world, so please forgive if it doesn't make a lot of sense. Единственный опыт, который есть у меня, это опыт со структурой обслуживания, принятый в Соединенных Штатах и Канаде. Так что я заранее приношу свои извинения, если что-то из того, что я говорю, не совсем будет понятно или не совсем будет относиться по смыслу к той структуре, которая существует у вас. Я просто с ней не знакома. Because I understand there are other countries on the call, and you very possibly will have some different names of the levels of structure and service that you go down in the pyramid. Потому что я понимаю, да, что сегодня на нашей встрече присутствуют представители из разных стран. Я понимаю, что, возможно, вот вся эта номенклатура
это название тех элементов, которые входят в структуру, возможно, отличаются в вашей стране от тех, что приняты у нас. So let's begin. Так что давайте начнем. We have 3 legacies. Recovery is our 12 steps. Unity is our 12 traditions. And service is our 12 concepts. У нас есть 3 завета. Выздоровление – это наши 12 шагов. Единство – это наши 12 традиций. И служение – это наши 12 концепций или принципов обслуживания. The Cathedral of Spirit. Our co-founder, Bill W., in his talks in the late 50s and 60s, often referred to our 3 legacies as the Cathedral of Spirit. Собор Духа. Один из наших основателей, Билл W., часто говорил о наших 3 заветах позже, да, в 50-х, в 60-х годах. Он говорил о наших 3 заветах как о соборе Духа. A friend of mine did this drawing for me. We created it. This isn't copyrighted or anything. Мой друг создал эту иллюстрацию для меня, то есть мы ее создали, но она не, там нет копирайта на нее, да, то есть она не лицензирована, ну, такая, ее можно, короче, распространять. If we start at the bottom, he said, recovery, the 12 steps are what we stand on, with a floor that is ever expanding to include all who come here. So we drew 12 steps to a floor that has no edges. Значит, вот, давайте посмотрим на эту картинку, которая не защищена законом об авторском праве. Что в нижнем левом углу у нас выздоровление. И выздоровление здесь представлено как пол, как основание, да, и там нет границ, у этого пола нет границ, то есть он просто идет, расширяется до бесконечности, так что он может вместить в себя всех, кто приходит в нашу программу. That unity, the 12 traditions are the buttresses of insurance so that our walls won't fall. So we put 12 poles to hold us up our ceiling. Наше единство, наши 12 традиций – это counterforce, такой технический термин, опора, короче, да, опора, которая обеспечивает стабильность стенам, да, то есть без них наши стены могут упасть. And that service, the 12 concepts are the spire of service, creating a beacon to shine throughout the world for all to see, and that may its symbolic finger continue to point straight upward toward God. And we used the AA logo as the symbolic finger. Наше служение – это 12 концепций, это шпиль служения, который создает луч, который светит вообще по всему миру, его видно по всему миру, и это такой символический перст указующий, который продолжает указывать прямо вверх, указывать на Бога. Так что вот это вершина треугольника, да, это символ перста указующего, который указывает нам на Бога. So how did we get to where we are?
while there are many incredibly brilliant historians, we are going to just look at some of the highlights as to how the concepts came into being. И как же мы оказались с тем, что у нас есть на сегодняшний день? Конечно, в нашем сообществе существует много просто великолепных историков, которые могли бы вам рассказать во всех подробностях, но сегодня мы ограничимся вехами в истории концепций. We start with Bill Wilson, our co-founder, getting sober December 11th, 1934. Начало было положено, когда Билл Уилсон, наш сооснователь, протрезвел 11 декабря 1934 года. And then June 10th, 1935, Dr. Bob Smith, our other co-founder, gets sober, and Alcoholics Anonymous begins its journey. А потом, 10 июня 1935 года, наш еще один сооснователь, доктор Боб Смит, трезвеет, и таким образом рождается АА и уходит в свое путешествие. Now, we don't have the name Alcoholics Anonymous at the time, but the method of one alcoholic helping another alcoholic stay sober is what had begun. Название у нас к тому времени еще не существует. Все, что у нас есть, это метод. Это наш метод, когда один алкоголик разговаривает с другим алкоголиком и получает выздоровление. In 1938, there's about 40 people sober in the world by that method. И к 1938 году, благодаря этому методу, более 40 людей протрезвели, обрели трезвость. And there are more people on this call today than there were in 1938. Представьте себе, сегодня, сейчас, в этом пространстве у нас присутствует, ну, имеется в виду на этом звонке, на этом зуме, у нас присутствует больше людей, чем все количество народа, которое протрезвело к 1938 году. Вдумайтесь. In August of that year, they created the Alcoholic Foundation as a trusteeship to start to centralize our service, our money, our public relations, to centralize, also to do some fundraising. They had no money and big ideas. В августе 1938 года, 11 августа 1938 года был создан фонд алкоголиков. Он был создан как попечительство, потому что у сообщества тогда не было денег. У них были большие проблемы с денежными средствами, и, соответственно, был создан фонд, чтобы как-то остаться на плаву и начать развиваться. In April of 1939, the book Alcoholics Anonymous is published, and it's the first time we will see our 12 steps, our first legacy, recovery. Some people say membership was 100, some say it was really only 79. В апреле 1939 года опубликована книга «Анонимные алкоголики». В ней содержится 12 шагов. Это наш первый завет выздоровления. Некоторые люди полагают, что к тому моменту у нас было примерно 100 членов в сообществе. Некоторые говорят, что их было даже меньше, 79. So now we have our first legacy. We're going for 2. Так что первый завет у нас есть. Теперь перейдем ко второму.
In April of 1946, Bill proposes in the AA grapevine what would become our 12 traditions. He called them an Alcoholics Anonymous tradition of relations, 12 points to assure our future. В апреле 1946 года Билл публикует в журнале Grapevine то, что впоследствии станет нашими традициями. Эта статья называлась «Традиции отношений анонимных алкоголиков. 12 пунктов, которые обеспечат наше будущее». So every time you hear the 12 traditions read, I hope you will hear them differently, that these really are the 12 points to assure our future, so that when you and I came into the rooms of Alcoholics Anonymous, there was an Alcoholics Anonymous to come to. Так что в следующий раз, когда вы услышите, когда зачитываются 12 традиций, я надеюсь, что вы их услышите немножко по-другому, что вы отнесетесь к ним как к 12 пунктам, которые обеспечивают наше существование в будущем, да, которые обеспечивают место, куда новые алкоголики могут прийти за выздоровлением. There's a lot happening in our service motion in the late 40s. В конце 40-х происходит очень много процессов, очень много движухи, что касается развития нашего обслуживания. He's pitching the 12 traditions to the fellowship, and they view them as rules, and we don't need any rules. Он пытается предложить 12 традиций сообществу, но сообщество это рассматривает как попытку предложить какие-то правила и отвечает на это отпором. Говорят, что нам не нужны правила, не нужны нам правила и ограничения. And then in 1947, he's going to propose to the trustees, you know, that Alcoholic Foundation, that we have a yearly conference. Oh my goodness, was that met with resistance. И потом в 1947 году он еще и предложит попечителям, помните, да, что у нас существует фонд алкоголиков, и там и он существует на попечительстве. Так вот, он предложил этим попечителям организовать ежегодную конференцию. О, боже мой, это тоже не было воспринято на ура. They said it'll be politics and cost so much money, and it'll be chaos. We don't need it. Они сказали, это попахивает политикой, это будет стоить каких-то огромных денег, это создаст хаос. Нам это не надо. But Bill knew we did. He was a visionary and knew that we had to create something to connect the fellowship and this little board of trustees. Но Билл знал, надо. Билл знал, что нам это было необходимо. Он умел смотреть в будущее. Он понимал, что нам необходима эта конференция, нашему сообществу необходима конференция, нашему сообществу необходимо эти изменения необходимы сообществу. So in 1950, we had the first international convention in Cleveland, and there our traditions were unanimously adopted. Now we have two legacies. Так что в 1950 году состоялась первая международная конвенция в Кливленде, на которой эти 12 традиций были единогласно одобрены.
И благодаря этому событию у нас сегодня существует второй завет, второе наследие единства. And he announced at that convention, we were going to have a yearly conference of delegates. Go ahead. Okay, you, the people, would elect someone to come to New York where we would ask questions, review problems, and we would collaborate on solutions. Он также делает заявление, что будет проводиться ежегодная конференция делегатов. То есть что это значит? Это значит, он говорит, Билл говорит, вы, люди, выберете делегатов, которые будут приезжать раз в году в Нью-Йорк, и мы будем решать вопросы, обсуждать проблемы и вместе находить решения. We're going to try this for 5 years and just see how it works. Мы попробуем так сделать на протяжении 5 лет и посмотрим, что получится, как это будет работать. Part of the reason to start this conference was so that there would be like a middle person or body of people to replace our co-founders who would one day die. Частично причиной, по которой Билл поднимал вопрос о конференции, являлся вопрос преемственности. Он хотел создать что-то, человека или группу людей, которые бы переняла его обязанности как соучредителя, как сооснователя после его смерти, чтобы что-то было между сообществом и верхушкой. And later that year, our co-founder, Dr. Bob, would die. Позже, в этом же году, наш сооснователь доктор Боб умер. In 1951, April, the panel one, the first group of delegates came to New York. There were 37 that would interact with our trustees and Bill and other advisors. And he said, as I watched all this grow, I became entirely sure Alcoholics Anonymous was at last safe, even from me. В апреле 1951 года первая группа делегатов прибыла в Нью-Йорк. По одному делегату от каждого штата и провинции. Всего их было 37. И эти делегаты общались с попечителями, с Биллом, с советниками, консультантами. И глядя на все это, Билл сказал, да, я увидел, как взрослеет, как растет сообщество. И теперь у меня сложилась полная уверенность в том, что анонимные алкоголики находятся в безопасности даже от меня. In 1955, July, the second international convention was held in St. Louis, as well as the fifth General Service Conference. В июле 1955 года прошла вторая международная конвенция в городе Сент-Луис. Также в этом году прошла пятая ежегодная конференция по общему обслуживанию. While there, they had said, okay, we've done that 5-year experiment on the conference. It works, and the conference will take the place as the successors of our co-founders. We have now bridged the gap between the fellowship and the trustees with the conference in the middle as the voice of the people.
Там же было принято решение, что те цели, которые ставил перед собой Билл 5 лет назад, они были достигнуты. То есть теперь было время передать, да, осуществить эту преемственность и сделать, как бы сложить бразды правления учредителям, основателю, и передать эти бразды конференции по общему обслуживанию. То есть таким образом этот просвет, который существовал, зазор, который существовал между сообществом и попечителями, он был он перестал существовать. Alcoholics Anonymous was 20 years old at that time. We had made tremendous growth, and Bill would say, now AA had come of age. На тот момент сообщество существовало 20 лет и выросло невероятно. И тогда Билл сказал свои знаменитые слова: АА повзрослела. So now he can go back to being a member, and yet it will now be something he has set up to be sustainable. Так что теперь Билл мог просто отойти, так сказать, на задний план и оставаться просто членом сообщества. Он понял, что оно стабильно, и это дело будет продолжаться, система будет продолжать работать. In 1962, some years after the conference has already been in progress, the 12 concepts are adopted and published, and now we have our third legacy of service. 12 концепций были одобрены и опубликованы в 1962 году, то есть немножечко позже, после того, как у нас были одобрены и опубликованы традиции. После того, как 12 концепций, 12 принципов были опубликованы, у нас появилось третье наследие, третий завет, служение. You might ask, why did it take so long to write them if the conference started in 1951? Возникает резонный вопрос, почему заняло такое длительное время их написания? В конце концов, конференция проводилась в 50-х, в 51-м. Mainly because this was a work in progress and there wasn't a template to copy. В основном потому, что работа над этими концепциями продолжалась, и шаблона никакого не было. Скопировать их было неоткуда. We'll see more of that reasoning in just a few minutes. Через несколько минут мы более подробно посмотрим на причины. Our co-founder Bill Wilson dies in 1971 with 36 plus years of sobriety. Наш сооснователь Билл Уилсон умирает в 1971 году. На тот момент у него было свыше 36 лет трезвости. In 1974, a short form of the concepts are devised. That's what we'll be reading today. В 1974 году была разработана короткая форма концепции. Это то, что мы сегодня будем с вами читать. And in 2001, they are included in the 4th edition big book published by the US-Canada office as Appendix 7. А в 2001 году они вошли в четвертое издание большой книги, которая была напечатана нашим американским и канадским офисом. Они вошли туда и значатся под аппендиксом, приложением под номером
7, римские цифры 7. Okay, enough background, but I think it's helpful to find out they just weren't created out of midair. Everything we do in Alcoholics Anonymous is the result of a need that was presented. Ну вот вам такая расширенная историческая справочка. Но я думаю, что это очень полезно для того, чтобы у вас сложилось понимание того, что вот эти концепции, они не были созданы из воздуха. Они были созданы, потому что была потребность в них. So this is taken out of our service manual in the introduction. Вот этот кусочек взят из нашего руководства по обслуживанию в предисловии, из предисловия. The underlines I did, that's not in the service manual. То, что в тексте у меня здесь подчеркнуто, не содержится в нашем руководстве. So if we just note the underlines, it's an interpretation, it reveals the evolution, it details the experience in reasoning. Debbie, this is your interpreter. Just to clarify, so did you want me to interpret the underline words and concepts first, and then go over the quote itself? No, we'll just do the underlines. Okay, because the text is in English. Would you like me to read out the whole text and then tell them what's underlined? Oh, okay. Okay. Just a question, whatever you prefer. Whatever you think will be most helpful. Okay, sure. The reason I did the underlines was it just was kind of created the synopsis. Okay. But whatever you feel would be most helpful is fine. Sure, thank you so much. What I'm going to do, I'm going to read out the entire quote and just bring it to the attention of the audience what is underlined. Okay, they can't see it? They can see it in English, but not everybody reads in English. But they're not going to know what word was underlined? So I would have to tell them. Sure, gotcha, gotcha. Absolutely. Yes, Okay. ma'am, thank you so much. Извините за диалог, просто переводчику хотелось уточнить у спикера, как она хотела бы представить эту цитату. Это объемная цитата, я зачитаю ее в уточненном русском переводе. Те слова, которые подчеркнуты в этой цитате, это интерпретация того, что написано в нашем руководстве по обслуживанию. И я выделю эти слова голосом, что ли. Значит, цитата звучит примерно так. 12 концепций – это интерпретация, интерпретация – это подчеркнутое слово, структуры всемирного обслуживания АА. Они раскрывают эволюцию подчеркнуто, в результате которой они приобрели ту форму, в которой существуют сегодня. В них детально представлен опыт и аргументация. Опыт и аргументация подчеркнутые, на которых основана наша деятельность сегодня. Таким образом, концепции стремятся зафиксировать ответ на вопрос «почему?» в нашей структуре обслуживания что-то так или иначе. Почему? Зафиксировать вопрос на ответ «почему» в нашей структуре что-то делается так или иначе, опять же, подчеркнуто. Зафиксированный ответ на вопрос «почему?», чтобы очень ценный опыт прошлого и уроки, которые мы извлекли из этого опыта, не были забыты. Значит, безотрывно это читается так.
Интерпретация структуры всемирного обслуживания АА. Они раскрывают эволюции, в результате которых они приобрели ту форму, в которой существуют сегодня. В них детально представлен опыт и аргументация, на которых основана наша деятельность сегодня. Таким образом, концепции стремятся зафиксировать ответ на вопрос, почему в нашей структуре обслуживания что-то происходит так или иначе, чтобы очень ценный опыт прошлого и уроки, которые мы извлекли из этого опыта, не были забыты. Okay, so Debbie, what I did, I read it with the highlights, and then I read it just as one flowing sentence, so it's easier for people to hear. Okay. Okay. Perfect. All right. Whatever's the best for the audience is fine Absolutely. with me. Okay. All right. So where do we find this information? Хорошо. Короче, что лучше для публики, то мы и делаем. Так, где же содержится эта информация? Где ее можно найти? In the US, Canada, on the left is our current service manual. We just had our general service conference last week, and they have revised the manual in a very exciting way, so I can't wait to get my new service manual. Вы видите в левом углу картинки наше теперешнее руководство по обслуживанию. У нас только недавно закончилась конференция по общему обслуживанию, и я спешу вам сообщить, что были приняты некоторые изменения, которые для меня очень радостные, и я очень хочу ими с вами поделиться. And the left is a pamphlet which is very, very well done to introduce each of the concepts. And the cover, I think, is perfect. The 12 concepts for world service. The what? Слева вы видите памфлет, и он очень-очень хорошо составлен. Я считаю, что он прекрасно отображает наши концепции. А вот справа тут видите такая карикатурка, рисуночек, 12 принципов мирового обслуживания. Один человек читает, а другой спрашивает, чего? So concept 1. Let us begin. Давайте начнем. Первая концепция. Final responsibility and ultimate authority for world services should always reside in the collective conscience of our whole fellowship. Okay. I like it how you say Первый принцип. Да? В делах всемирного обслуживания АА высшие полномочия и окончательная ответственность всегда должны оставаться за коллективным сознанием всего нашего сообщества. And I am just reading it straight out of the big book. Okay. Okay. Concept 1 is like step 1, perfectly placed in the beginning. If we do not feel that we are powerless over alcohol, the rest of these steps aren't going to make a lot of difference. Первый принцип, он как и первый шаг. Он то, с чего все, он положен в самое начало, да, потому что, ну да, естественно, если мы не думаем, что мы бессильны против алкоголя, перед алкоголем, тогда нам, в общем-то, не на что поставить всю остальную программу. And tradition 1, placing our common welfare first. If we do not do that, the rest of those traditions do not have anything to stick to. Наша первая традиция также, да, она первая по очень веской причине. Наше общее благополучие важнее, чем благополучие отдельных членов. Ну, потому что если у нас нет понимания этой традиции, то все последующие традиции просто
не будут иметь никакого практического применения, не будут нести никакого смысла. So we start with the groups having the ultimate authority and the final responsibility. We have, what we'll see in a moment, an upside down structure. Так что мы начинаем с того, что обозначиваем, да, что у групп есть высшие полномочия и окончательная ответственность, да, точнее, у коллективного сознания. Это первая концепция. И вы увидите, что она лежит в основании нашего перевернутого треугольника. У нашей структуры такая интересная форма перевернутого треугольника. This is the upside down pyramid of our service structure. I've put it into two frames where on the left side, what it would look like for our general service structure in the US, Canada, and on the right side, what it would look like in application for my home group. Вот, пожалуйста, посмотрите. Это пирамидка, перевернутая пирамидка, которая отображает нашу структуру системы обслуживания. Я ее так скомпоновала, чтобы просто проиллюстрировать для вас, как эта пирамида выглядит применительно к нашей структуре общего обслуживания, и также это с левой стороны. А с правой стороны увидите, как эта пирамида выглядит применительно к домашней группе. As you can see, there's about 1.4 million members in the US, Canada, and about 100 members in my home group. Как вы видите на иллюстрации, количество членов в Соединенных Штатах и Канаде насчитывает где-то 1 400 000 примерно. Количество членов домашней группы, ну, скажем, примерно 100. In that large of number, we will be ineffective to get anything done. So we have a voice in our group of the GSR, the General Service Rep. Вы понимаете, что это внушительные цифры. Это внушительные цифры. И, конечно, с таким количеством людей было бы совершенно невозможно эффективно принимать какие-то решения и вообще что-то, какие-то задачи осуществлять. Соответственно, нам нужны представители по общему обслуживанию, так называемая аббревиатура, да, GSR по-английски. So we delegate to our GSR our group conscience on the business of AA as a whole. Так что мы делегируем, мы предоставляем, да, мы возлагаем ответственность на нашего представителя по обслуживанию, предоставлять интересы нашего группового сознания. We find out what the business is every year when we receive the agenda topics they will be discussing. Мы узнаем, о чем, что будет обсуждаться каждый год, да, на этой конференции, потому что нам предоставляются повестки и перечень тех тем, которые будут обсуждаться на конференции. Once a month, those general service reps go to a district meeting, which is defined by a geographical area. Раз в месяц представители по общему обслуживанию ходят на свои собрания по округу. Это просто разбито территориально, вот географически.
And in other parts of the world, a district may have another name as to what the monthly meeting is that they go to. It's just a district in the US-Canada service. У нас это называется district, да, район. Я понимаю, что, возможно, в других странах мира это называется как-то по-другому. Ну, короче, смысл в том, что раз в месяц представители по обслуживанию встречаются, и эти собрания, которые проходят раз в месяц, члены групп туда приходят, соответственно, это разбито по регионам, то есть по региональному принципу. Короче, они, ну да, разбито географически разбито, короче. And 3 to 4 times a year, they go to the next level, which is an area, which is several districts in a particular geographical area to elect the delegate for Concept 2. 2-3 раза в год они собираются уже по области, то есть это более широкая географическая, это более широкая территория. Соответственно, из каждого района приезжают представители, и дальше это идет в область, и вот на этих областных собраниях избирается делегат, который будет представлять интересы сообщества уже на конференции, на ассамблее. So the question is, does your group have a general service rep? And if not, why not? Maybe you could be it. И вот у меня к вам вопрос. А у вашей группы есть представитель по общему обслуживанию? И если нет, то почему нет? И если он отсутствует, почему бы вам, конкретно вам, лично вам им не стать? This service position connects you to the Worldwide Fellowship of Alcoholics Anonymous. Эта должность позволяет вам получить доступ к всемирному обслуживанию анонимных алкоголиков. If you do have a GSR, do you also have an alternate? Если у вас есть представитель по общему обслуживанию, есть ли у него заместитель? Do you financially support if they have to drive a long distance or their assembly requires an overnight stay? Do you help them financially? Предоставляете ли вы им финансовую поддержку, допустим, если им придется ехать куда-то на машине в соседний штат, или если им придется оставаться ночевать, да, на этой ассамблее? Поддерживаете ли вы их финансово? Our group has made a decision to set aside money every week up to a certain amount so that it's ready for use and we don't have to make last-minute decisions and scramble to support this very vital service position. Наша группа приняла решение откладывать какую-то определенную сумму регулярно, ну, до того, как эта сумма достигнет каких-то определенных размеров, чтобы эти деньги могли быть использованы тогда, когда они нужны, чтобы обеспечить хорошую работу этого жизненно важного представителя. Do you give them time to make reports? Now, I'm not talking about a 30-minute report, and I'm really encouraging to give that GSR a couple of minutes as to what happened, if there was anything to report. Предоставляете ли вы им достаточно времени, чтобы
предоставить группе отчет. Да? Я не говорю о 30 минутах, не надо им предоставлять 30 минут, но им необходимо предоставить достаточно времени, чтобы проинформировать членов группы о том, что происходит. We used to give our report at the business meeting, which only had about 30 people, and I asked, why are we eliminating the other 70 that were there at the meeting, not hearing this message? So we changed it to give it to the whole group and not just the business meeting. Мы раньше зачитывали этот отчет на рабочих собраниях. Вот. И потом мы задались вопросом, а почему мы так делаем? Потому что на рабочем собрании присутствует, допустим, 30 членов группы. А что же касается остальных, допустим, 70 членов, которые пришли на обычное собрание и, возможно, не пришли на рабочее собрание? До них эта информация не доходит. И, соответственно, мы внесли определенные изменения для того, чтобы этот отчет зачитывался всем членам группы, чтобы они имели доступ к информации. If your GSR brings back items from the district or the area they would like group opinion on, do you participate in that? Если ваш представитель по общему обслуживанию приносит какие-то вопросы на обсуждение, да, выносит на обсуждение, допустим, что-то обсуждалось или на районном совещании или областном, у вас есть возможность высказаться по тому или иному вопросу, предложить свое мнение, свой вариант? Same with the general service conference agenda topics. Do you participate in that to give your GSR, your group conscience, to pass on to the delegate? Это также относится и к повестке, которая создается для конференции по всемирному обслуживанию. Принимаете ли вы участие в решении, какие вопросы будут включены в повестку? I think it's important to realize that the minute you say you are active, that you have formed a group, you automatically are included and invited and encouraged to have a group representative. Я думаю, что это очень важно, чтобы вы понимали, что в тот момент, когда вы сказали, у нас есть группа, это значит, что вам также было сделано приглашение, и вас на самом деле, даже от вас это и ожидается, что от вашей группы будет представитель по общему обслуживанию. You don't have to have a minimum number of members. You don't have to belong for a certain length of time to qualify. You don't need to send in a minimum amount of seventh tradition contribution. Right away, you are invited to participate. Поймите, что от вас не требуется, там нет каких-то дополнительных исключающих критериев, да? То есть у вас не должно быть какое-то минимальное количество членов группы, у вас не должно быть какой-то минимальный срок, сколько уже времени группа существует. От вас не требуется какой-то минимальной суммы взносов по 7-й традиции, да? Нет, у вас есть группа, соответственно, вас приглашают выдвинуть от нее представителя по общему обслуживанию. So if you don't have a GSR, I hope you'll consider being that and to help support your group in these other areas of having an alternate, financially helping them and giving them time to make their reports. Так что если у вас сейчас нет представителя, я очень
советую вам его приобрести, я советую, чтобы он у вас появился. Почему бы вам не стать этим представителем? Я также хочу вам порекомендовать, чтобы у него был заместитель, чтобы вы оказывали необходимую финансовую поддержку этому человеку и также давали ему достаточно времени, чтобы потом вернуться и дать вам отчет, проинформировать вас о том, что происходит в структуре общего обслуживания. The group consciences that we gain from the concept 1 go to concept 2. А групповое сознание, которое мы приобретаем благодаря первой концепции, дальше идет во вторую. And now I'll read the short form, Anastasia. Yes, The General Service Conference of AA has become, for nearly every practical purpose, the active voice and the effective conscience of our whole society in its world affairs. Thank you. Теперь я вам зачитаю второй принцип. Конференция по общему обслуживанию АА в своей всемирной деятельности по реализации почти каждой практической цели стала активным выразителем действенного сознания всего нашего общества. Ребята, я зачитываю так, как это написано в приложении нашей большой книги. Okay? Okay. Remember the going down the pyramid and how we referred to in 1955, this General Service Conference would be the successors to our co-founders and act as the voice of our society. Значит, вы помните, да, нашу пирамидку, вы помните то, что мы говорили про решение, принятое в 1955 году на конференции, что о преемственности, о том, что групповое сознание станет преемником наших отцов-основателей, сооснователей и даст голос сообществу. So the business meeting attendees, which is what the General Service Conference is. It's an annual business meeting. Конференция по общему обслуживанию – это ежегодная такая рабочка, это ежегодное рабочее собрание. So we went from 1.4 million to 135 at the business meeting. Так что мы немножечко подсократили количество участников с 1 400 000 до 135. And at my home group, we went from 100 people to 30 people. А что касается уровня домашней группы, мы подсократили количество участников со 100 членов домашней группы до 30, да, тех, кто приходит на рабочее собрание. In the case of the home group, those other 70 either are not home group members, they could care less, they have to go home. They're basically saying, we delegate to you, the 30 people, whatever you decide is fine with us. Если мы говорим о домашней группе, то, представьте себе, что на ней 100 человек. 70 из этих человек не ходят на рабочие собрания по ряду причин. Не нужно им это собрание, они вообще не хотят принимать в этом участие, им все равно, им по барабану, они просто передают право принятия решения за них, да, делегируют это право вот этим 30 людям, которые таки ходят на рабочки. So while they are there, we're going to review
what we have delegated to them in what I call our spiritual tools. Так что пока мы там, давайте рассмотрим, а что, собственно говоря, нам передали, право на что, какие обязанности. И мы посмотрим на так называемые духовные инструменты. Which is, the first is concept 3, the right of decision. Первый духовный инструмент, он содержится в третьей концепции. Это третья концепция, это право принятия решения. To ensure effective leadership, we should endow each element of AA, the conference, the General Service Board, and its service corporations, staffs, committees, and executives with a traditional right of decision. Опять же, зачитываю, как написано в книжке. Как переведено в книжке. Для обеспечения эффективного руководства нам следует наделять каждый элемент структуры обслуживания АА, конференцию, совет обслуживания и его корпорации обслуживания, штатных работников, комитеты и руководителей традиционным правом принимать решения. In summary, each service element decides what they'll handle on their own, seek consultation on, or go back to the groups for guidance on. Basically go up the pyramid again. Каждый элемент структуры, короче, если мы подытоживаем, да, то каждый элемент структуры имеет право принять, точнее решить, какой курс, да, он возьмет. Допустим, примет решение самостоятельно, проконсультируется или принесет это обратно, вынесет это обратно на обсуждение с группой. Let's give an example at the home group level. Дайте я приведу вам пример на уровне домашней группы. I was the early grapevine rep for my group. Ранее я была представителем журнала Grapevine в своей домашней группе. The Grapevine is our monthly magazine in print. Grapevine – это название нашего ежемесячного журнала, который публикуется. And typically, when the announcement every month would be made, they would simply show the grapevine, say it's available, come and see me. Обычно анонсировался новый выпуск журнала так. Вот у нас вышел новый, в этом месяце вышел новый выпуск журнала. Если хотите, подойдите ко мне. Если вас интересует журнал, подойдите ко мне. What I decided to do was expand on that. And I made a backboard display, which I paid for myself. It was my own decision. And I put different things regarding the history of the grapevine. Я решила немножечко расширить эту тему и сама сделала такой стенд. Заплатила за него из собственного кармана. Никто мне этих средств не выделял. И на этом стенде я сделала такую выкладку иллюстрации немножечко про историю журнала. How I chose to display the grapevine was my decision. Я сама приняла решение относительно того, как мне лучше презентовать, показать, выставить этот журнал. But let's say I wanted to really expand my half of the table into the literature, I would need to consult the literature person if I could do that or not.
Ну, допустим, допустим, мне понадобилось бы немножко больше пространства, а стол был разделен между мной и представителем, который занимался литературой. И тогда, если бы я хотела немножечко больше отхватить, чем половину, да, себе этого стола, я, конечно, должна была бы посоветоваться с тем представителем, который заведовал литературой. While a very simplistic example, you could take that into every area of your life. Это, конечно, очень упрощенный пример, но вы можете этот принцип взять, буквально использовать в любой сфере вашей жизни. You could take that into your work life. You could take that into raising children or committees you are on. Он применим и на работе, и в воспитании детей, и даже когда вы исполняете свои обязанности в каких-то комитетах. Because if we micromanage everything, nothing could be accomplished. Потому что если мы слишком дотошно пытаемся все контролировать, в английском языке это называется микроменеджмент. Наверное, есть такая же калька в русском теперь уже, микроменеджмент. Когда мы слишком дотошно, да, пытаемся контролировать каждый аспект того, что происходит, ничего не происходит, никакие задачи не выполняются. I can't be effective micromanaging, and I can't be the micromanager once I've given you a task to do with the proper guidelines defined. Понимаете, я не могу быть эффективным микроменеджером. Это не способствует оптимизации процесса. Так что, когда я даю вам задание и наделяю вас соответствующими полномочиями, а также определяю границы, границы, за которые вам не следует выходить, выполняя это задание, я туда больше не суюсь. Это ваше задание. So this is what we have given to the attendees of Concept 2, the General Service Conference, the right of decision, what they will do on their own or seek consultation on or bring it back to us. I'm sorry, did you say Concept 2? That Concept 3 gives Concept 2 this right of decision. I got you. Thank you so much. Значит, вот эта концепция, да, этот инструментик, право принятия решения. Этим инструментом мы наделяем представителей, которые оперируют во второй концепции. Да? То есть у нас вторая концепция относится к конференции по общему обслуживанию, и, соответственно, их действия руководствуются, точнее, они применяют вот этот инструментик, описанный в третьей концепции, в третьем принципе. Они применяют этот инструмент и во втором принципе тоже. We also, in Concept 4, give them the right of participation. В четвертом принципе говорится о праве на участие. Им дается это право в четвертом принципе. Reading the short form, at all responsible levels, we ought to maintain a traditional right of participation, allowing a voting representation in reasonable proportion to the responsibility that each must discharge. Окей. Я прочитаю вам короткую форму. На всех уровнях ответственности мы обязаны соблюдать традиционное право на участие, предоставляя работникам право участвовать в голосовании в разумном соответствии с исполняемыми ими обязанностями.
In summary, each classification or group shall be allowed that voting representation. But let's define what that means. Если подытожить, да, то каждая группа, каждая классификация должна иметь представительное голосование, да, в разумной пропорции с теми обязанностями, которые им поручили выполнить. Давайте расшифруем. For example, when our General Service Board, comprised of 21 members, is meeting as the board, they may have invited people to give a report or bring them up to date on a topic, or they may have a recording secretary in the room. Допустим, Совет общего служения включает в себя 20, в него входит 21 член, да? Okay, Debbie, I'm sorry. So we said that we have 21 members of General Service Board. I got that. And then? When they meet as the board, right, they might have invited consultants or people giving reports or a recording secretary in the room. Got you, thank you. Вот, но они могут также пригласить людей, допустим, с которыми они хотят проконсультироваться, или тех, которые будут докладывать, что-то выступать с докладом или делать доклады, или секретаря, который будет делать какие-то записи проводящегося собрания. То есть они могут пригласить дополнительных людей участвовать. But when it comes to the vote, only the 21 members of the board will vote, despite who might also be in the room. Но когда дело доходит до голосования, право на голосование имеют только это 21 член, который входит в Совет общего обслуживания, и никто больше из присутствующих. Because they will be held accountable for the results of their decisions, not the outside people. Потому что ответственность за принятые ими решения лежит на них, а не на остальных людях, которые могли присутствовать на собрании. I know that there are, sorry, part of a sneeze. Bless you. It doesn't want to come, one of those, sorry about that. I know there are some groups you must be a member of in order to be a voting member. Я знаю, что в определенных группах существует такое правило, что ты должен быть членом этой группы, чтобы получить право голосования. In my home group, if you come to the business meeting, we have no qualifications of you being a voting member. It's really on your honor system if you feel you want to vote. В моей домашней группе такое правило отсутствует. У нас принято так, что если ты приходишь на рабочее собрание, у нас нет дополнительных критериев, которые тебе нужно соблюсти, чтобы получить право голоса. У нас это как-то все на честном слове. Пришел, можешь голосовать. Each group has the tradition for autonomy to make that decision. У каждой группы существует такая традиция автономности принятия решений. То есть они могут самостоятельно принять это решение, что касается того, кто голосует, кто не голосует. But I think the big takeaway from this concept is this paragraph. Но я думаю, что здесь очень важно применительно вот к применительно к 4-му принципу прочитать этот параграф.
So what I'll do, Anastasia, I'll read 3 sentences and then you can interpret. Okay, let's do it. There is another good reason for participation, and this one has to do with our spiritual needs. All of us deeply desire to belong. We want an AA relation of brotherly partnership. Окей. Я сейчас это переведу с листа. Возможно, позже мы выложим уточненный перевод на страничку МОСТа. Посмотрим. Так, по 3 предложения будем переводить. There is good reason for participation, and this one has to do with spiritual needs. Есть очень веская причина, по которой мы хотим в чем-то участвовать, и она касается наших духовных потребностей. Все мы в глубине, все мы очень хотим к чему-то принадлежать. Мы хотим отношения, мы хотим сестринские и братские отношения, мы хотим выстроить отношения партнерства, братские отношения партнерства в АА. It is our shining ideal that the spiritual corporation of AA should never include any members who are regarded as second class. Deep down, I think this is what we've been struggling to achieve in our world service structure. Это сияющий идеал нашей духовной кооперации в АА, чтобы в АА никогда не существовало членов, которые бы относились к так называемому второсортному классу, представителям второго сорта. Я думаю, что deep down, I think this is what we have been struggling to achieve in our world service. Я думаю, что мы столкнулись с трудностями в глубине с трудностями, когда пытались этого достичь в глубине нашей структуры обслуживания. Here is perhaps the principal reason why we should continue to ensure participation at every important level. Just as there are no second-class AAs, neither should there be any second-class world service workers either. Это, пожалуй, основная причина, по которой мы должны обеспечить участие на каждом значимом уровне. Точно так же, как в АА не существует членов второго сорта, представителей, не должно существовать представителей общего обслуживания второго сорта. Представители общего обслуживания второго сорта также не должно существовать. Yes. Okay. Good job. So the question for me is, do I ever treat anyone as a second-class member of AA? И вопрос, который я сама себе задаю, я когда-нибудь кому-нибудь отношусь как гражданину второго сорта, как представителю второго сорта в АА? Do I treat each person respectfully as I would like to be treated as well? Проявляю ли я каждому члену уважение, которое я хотела бы, чтобы они проявляли по отношению ко мне? And while this is outside of the voting situation, it does, as it says, speak to our spiritual needs to treat everyone as a first-class citizen. Этот вопрос, строго говоря, не относится к ситуации с голосованием.
Это скорее адресует, как было прочитано ранее, нашу потребность принадлежать, быть частью, потребность к сопричастности. Да? И вот именно поэтому у нас не может быть членов второго сорта. On to our next concept with the right of appeal and listening to the minority opinion. Так, мы переходим к следующей концепции и право на обжалование и право меньшинства высказать свое мнение. The primary focus of this concept is assuring the minority opinion will be heard regardless of length of sobriety or age or any other factor. Ключевое право, которое обсуждается в этом принципе, это возможность меньшинству высказать свое мнение, возможность быть услышанными, вне зависимости от обстоятельств, вне зависимости от того, сколько у них трезвого времени, какой у них возраст или каких-то других факторов. Debbie, did you want me to go ahead and read out the concept as well? You can if you like. Okay, sure. Thank you so much. Я вам быстренько зачитаю весь принцип, да, как он напечатан в переводе. Во всей нашей структуре обслуживания во всей нашей структуре обслуживания должно действовать традиционное право на обжалование, с тем, чтобы мнение меньшинства было услышано, а личные жалобы внимательно рассматривались. Okay. When we speak of the minority opinion, it's vital for me to make sure I listen. Когда мы говорим о мнении меньшинства, для меня жизненно важным является то, что я должна его услышать. Regardless of the topic, I'm sure I have an opinion about it. I don't have to have any experience, but I'm pretty sure I got an opinion about it. И вне зависимости от того, какая поднимается тема. Даже если я ничего не знаю о предмете, который обсуждается, я уверена, что у меня есть мнение по этому вопросу. And because I know me, black or white or yes or no or good or bad, by listening to the minority opinion, I get the rainbow in between. И поскольку я знаю себя, я такой человек, для которого существует черное или белое, да или нет, хорошо или плохо. То есть я четко разделяющий человек, я достаточно радикальный человек. Мне очень важно услышать мнение меньшинства, чтобы составить представление о вот этой радуге мнений, которая существует между черным и белым. My mentors guided me to, even though I have an opinion, listen as if I don't. Мои менторы научили меня делать следующее. Даже если у меня есть мнение по какому-то конкретному вопросу, мне нужно слушать, как будто бы у меня этого мнения не существует. To listen respectfully to everyone, regardless of sobriety or age or any other factors. Мне нужно слушать с уважением мнения, высказанные всеми, вне зависимости от срока их трезвости, их возраста или каких-то других дополнительных факторов. And I know how scary it can be to bring a minority opinion to the table. Я знаю, как страшно иногда озвучить мнение меньшинства, да, положить его, что называется, на стол. So it's very important for me
to make this a safe place for minority opinions to be shared. Так что для меня является очень важным обеспечить безопасную обстановку, в которой это мнение меньшинства может быть высказано. And now for our final concept. И теперь мы... Go ahead. Теперь мы переходим к последнему принципу. Going down that pyramid from the groups to the conference, the series of delegations that we do, we are now at concept 6, which we delegate to our 21-member General Service Board. Мы Or продолжаем... our group secretary, sorry. Thank you. Мы продолжаем движение вниз по нашей пирамидке от групп до до представителей, до районов, до регионов, дальше до делегатов. И теперь мы на 6-м принципе, и он относится к Совету общего служения. So concept 6 says the conference recognizes that the chief initiative and active responsibility in most world service matters should be exercised by the trustee members of the conference acting as the General Service Board. Вот что написано у нас в переводе. Концепция признает необходимым, чтобы в большинстве дел по всемирному обслуживанию АА основная инициатива и соответствующая ответственность разделялась попечителями, участниками конференции, действующими как совет по общему обслуживанию АА. So we have delegated to them in concept 2 at the business meeting, they made decisions. Now they give them to this next lower level to put them into action. Так что в концепции, во второй концепции, во втором принципе, да, мы принимали решения. Теперь эти решения передаются дальше, дальше по пирамидке, и в конце концов доходят до 21 члена, до 21 члена Совета общего служения. We give them a great deal of responsibility, and therefore they must have these concepts, the right of the 3 and 4 and 5 actively in place. Мы им даем даем право, да, даем право принимать огромную ответственность, и, соответственно, они оперируют, основываясь на принципах, на вышеперечисленных принципах. At my home group, remember that 30 people that met for the business meeting, we too have made decisions, and we will be ineffective as a large body to enact them, so we delegate to our group secretary to do that. Если мы посмотрим, как это работает применительно к домашней группе, помните, да, что, допустим, 30 человек собрались вместе, чтобы обсудить какие-то вопросы, принять какие-то решения. Но, опять же, нас слишком много, и, соответственно, если каждый человек будет принимать решения, это будет неэффективно. Соответственно, мы делегировали, передали обязанность принятия решения, право принятия решения секретарю. The General Service Board in the US, Canada, remember when we talked about the 1938, they established that trusteeship? Well, it started with 5 members. Since 1966, it has 21 members. Помните, мы говорили, что в 1938 году
когда, собственно, и было основано попечительство, там было 5 членов. С 1966 года Совет общего служения насчитывает 21 член. Our board has 7 Class A, which are non-alcoholics, and 14 Class B, which are alcoholics. В наш совет АА входит 7 членов класса А, это не алкоголики, члены, которые не являются алкоголиками, и 14 членов класса Б, алкоголики. These 21 members are not paid for their time or the professional service they contribute to our to the board. Этим членам ничего не выплачивается ни за их время, ни за те профессиональные услуги, которые они предоставляют Совету общего служения. Some ask, why would non-alcoholics be on our board? Некоторые могут спросить, а почему в наш совет входят люди, которые не являются алкоголиками? These are members who, through their profession, have utilized or believe in the principles and the approach to alcoholism through Alcoholics Anonymous. Это те люди, которые в силу своей профессиональной деятельности верят в те принципы и в те методы, которые используются анонимными алкоголиками применительно к лечению алкоголизма. The easy way to remember which classification they're in is A stands for amateur and the class B stands for boozer. Yes, ma'am. I was thinking about it last night. How in the world am I going to interpret this? Значит, ребята, здесь непереводимая игра слов. По-английски слово «любитель» начинается на букву А, amateur. И поэтому классификацию просто, ну, по-английски просто запомнить, да, класс А, amateurs, то есть это не алкаши. А класс Б, по-английски boozer, то есть бухающие или бухавшие, бухарики, да? Класс Б – это бухарики. Здесь совпадает. Так что, если кто-то предложит хороший вариант классификации А, буду рада услышать. Okay. I actually like the boozers. There is a word in Russian that starts with the B. The A, I offered a contest. If somebody can shoot me like a good equivalent for an A, because amateurs don't start with an A in Russian. Okay. Oh, very good, Anastasia. Some of their duties are custodial oversight, are principal planners and administrators, and they communicate with the other general service structures around the world. And of course, act as our guardians of the steps, traditions, and concepts. Вот некоторые из их обязанностей. Попечительский надзор, планирование, администрация, коммуникация с другими структурами общего обслуживания по миру, а также защита, охрана шагов, концепций, шагов, традиций и концепций или принципов. The Class A's, the non-alcoholics, serve 2 3-year terms. They can act as our spokesperson because they don't have to worry about anonymity. And they bring their professional experience to the board. Класс А – это те, которые не алкоголики, да, их срок
они избираются сроком от 2 до 3 лет. Они могут выступать, то есть они могут быть лицом, да, что ли, от АА, потому что они же не должны соблюдать анонимность, они не являются алкоголиками, так что они могут делать какие-то публичные, они могут заниматься какой-то публичной деятельностью, да, что касается АА. И они также могут предлагать какой-то профессиональный опыт свой, да, для совета, полезный для совета. And the class Bs, the alcoholics, serve just one time a 4-year term. А что касается класса Б, бухарики, алкоголики, они только избираются один раз сроком на 4 года. They will be elected to do for various reasons, and they will serve on a variety of committees appointed by the board chair. Они будут служить в разных комитетах по назначению председателя, и существует масса разных сфер, в которых они будут задействованы. У них может быть разный фокус. Это зависит от того, на какую роль конкретно их избирали. So, Anastasia, due to time and interest, I'm going to skip the next 2 slides. Okay. And just go to, so what have we covered today? В интересах, потому что у нас время уже поджимает, я пропущу несколько слайдов, пропущу 2 слайда, и давайте посмотрим, что мы сегодня обсудили с вами. We've covered the history of how we have acquired all 3 of our legacies. Мы обсудили историю, как у нас вообще появились все 3 наших наследия, наших завета. We've reviewed concept 1's delegating to concept 2, delegating to concept 6. We've gone down the pyramid. There's only one more level to go, but that'll be covered next week. Мы рассмотрели концепции с 1 по 6 и как происходит перераспределение, распределение, перераспределение, да, прав и обязанностей. Мы посмотрели, как эта пирамидка идет вниз, структура пирамиды идет вниз, и, в принципе, поговорили о принципах с 1 по 6, и после этого существует всего лишь только один еще дополнительный уровень. We've covered the spiritual tools, concept 3, right of decision, concept 4, right of participation, and concept 5, the right of appeal and minority voice will be heard. Мы также рассмотрели духовные инструменты. В третьем принципе право принятия решения. В 4 принципе право принятия участия. В 5 принципе право на апелляцию, право не согласиться, да, и обязательное условие того, чтобы мнение меньшинства было услышано. So I want to thank you for this opportunity to hopefully spark your interest in general service, or perhaps see that this one strange legacy service, the 12 concepts, are already being incorporated into your group. May your triangle be strong in recovery, unity, and service. And thank you, Anastasia, for your beautiful interpretation. Thank you, Debbie. Я хотела бы вас поблагодарить сегодня за эту возможность с вами поговорить об этом очень странном 3-м наследии под названием служение. Я надеюсь, что я разожгла ваш интерес, и, возможно, вы рассмотрите свою собственную кандидатуру
как потенциального участника в общей структуре обслуживания. И я надеюсь, что вы теперь осознаете, сколько из вот того, что мы обсуждали, как третье наследие, уже на самом деле делается вами и в вашей группе, то есть как это на самом деле инкорпорировано в вашу жизнь как члена сообщества АА. Большое вам спасибо. Debbie, you will have to repeat this for me. May your triangle be strong. Yes. And? Recovery, unity, service. That is your triangle. Right. Oh, that's it. May your okay. I thought there was like a longer quote. Okay. Oh. Значит, okay, I got you. Thank you so much. Да будет ваш треугольник мощным, что ли. Да будет сила. Да пребудет сила в вашем треугольнике. Выздоровление, единство и служение. Спасибо за внимание. Okay, I got it. Thank you so much. I'll go ahead and stop the screen share now. Thank you, ma'am. And I guess we have a couple minutes for questions if anybody had any, so. Absolutely, let me throw it out there. Большое спасибо. Я хотела узнать, были ли у кого-то вопросы. Я думаю, что у нас осталось еще несколько минут, если кто-то хочет задать вопрос. Окей. Спасибо огромное, Дебби. Спасибо огромное, Настя. Друзья, у нас есть буквально 5 минут. Если кто-то хочет написать вопрос, который относится к концепциям обслуживания, вы можете сделать это сейчас, написав в чате. А Настю я попрошу, чтобы она спросила у Дебби, может ли она оставить свой контакт в чате, чтобы если у кого-то будут в дальнейшем вопросы по концепции, можно было бы с ней связаться. Спасибо. Debbie, the host is asking if it's possible for you to leave your contact information, perhaps in a chat, so that if somebody has further questions as they pertain to concepts, they could get in touch with you. Of course, I don't speak Russian, so we may need you. Absolutely. Да, конечно, только, к сожалению, я вот по-русски не говорю, так что нам, возможно, понадобится переводчик, чтобы общаться. Let's see, I am on WhatsApp. Mm-hmm. All the Russian-speaking AA is on WhatsApp. Okay. Okay. Good. Let's see. I need the one in there. Okay. Okay, that should do it. Okay, great. Ребята, первое, это не 925 год, это +1 и дальше код. So I was just clarifying that it's not 1925, it's +1 and then the area code. Sorry about that. Yes. Okay. Yes, thank you. Да, я вижу, вопросов нет. Виталик алкоголик, я задам тогда вопрос. На какой стадии выздоровления, да, Дебби считает, что правильно начать заниматься концепциями. То есть у нас есть некая схема, да, вот мы проходим шаги, потом сразу же делаем традиции со спонсором. Как работает это у нас? Есть ли какое-то рекомендуемое, скажем так, лучшее время, да, когда нужно начать заниматься серьезно концепциями? Или это только если человек занимается, всеобщим обслуживанием, тогда это рекомендуется делать? Спасибо. Спасибо. So Vitalik has a question, whether or not there is a particular good time for a person in the AA to start diving into the concepts. For example, the way it's done in Israel, first, of course, the sponsor takes a sponsee through the steps. Then they go through the traditions. So what would you say would be a good time to engage a person into our third legacy? Is there a good time? Right after that. Okay, I got you. Ну вот, прямо сразу, после того, как закончили шаги традиции, прям сразу, концепции. Let's just say I don't feel
that you're ever too young in sobriety or too old to be introduced. I'm not saying they're going to make sense, but I have a new sponsee, new to AA, COVID baby. She's about 80 days sober. And when she started with me, I said, if you jump in my back pocket and go where I go to meetings, because I'm in 8 to 20 meetings a week, and many of them are service styled meetings like this, you will be introduced to Alcoholics Anonymous in the most unique possible way. With her, go ahead. Окей, thank you. Я не могу сказать, что есть какой-то конкретный возраст. Я считаю, что это такая вневозрастная тема. Невозможно быть слишком таким молодым, да, зеленым для концепции или, наоборот, слишком старым. Вот я вам приведу пример. У меня есть подспонсорная свеженькая, да, она такая, дитя ковида. У нее может быть 80 дней трезвости. Да, то есть она совсем свеженькая. Я ей сказала, знаешь что, понимаете, им не обязательно понимать все, да, вне зависимости от срока трезвости и времени в сообществе у человека вряд ли сложится конкретное понимание концепции. Но я ей сказала, знаешь что, давай запрыгивай ко мне в кармашек, да, и давай-ка я тебя буду брать на те собрания, которые посещаю я. А я посещаю от 8 до 20 собраний каждую неделю. Это собрание по обслуживанию. И таким образом она начинает составлять свое представление о том, как это работает. With her 80-some days of sobriety, she has more familiarity. I'm not saying she totally understands it, but a familiarity with all three legacies than many people I know who are decades in sobriety. И я хочу вам сказать, что даже с ее вот этим смешным сроком трезвости, 80 дней, это вообще, да, ничего. Но с тем, что она посещает вот все эти собрания, она видит, что происходит, у нее складывается представление, и это представление гораздо более четкое, чем у многих людей, у которых гораздо больше трезвости, чем у нее, понимаете? And I think the greatest gift we can be is an enthusiastic member of our three legacies. И я думаю, что лучшим подарком, да, которым мы можем сами себя предложить сообществу, это членам, из которого просто исходит энтузиазм. Мы должны быть членами, да, с большой степенью энтузиазма. И вот так мы должны себя приносить в сообщество. Вот. Thank you for that question. Спасибо за вопрос. Спасибо за ответ. Огромное спасибо за спикерскую. Очень интересно, очень полезную, познавательную. Для меня, в крайнем случае. Надеюсь, что и для вас тоже. У нас закончилось время. Мы будем закрывать. Друзья, напоминаю, что 7-я традиция выложена в чате, и есть возможность оплаты стран Европы, СНГ, Израиля, Америки. На следующей неделе мы продолжим, мы, по сути, заканчиваем наш вот этот проект МОСТ. Мы поговорим о 7-й и 12-й концепции. Наш приглашенный спикер – это Рон из Индианаполиса, 32 года трезвости. Огромное всем спасибо за участие, спасибо Насте за перевод, спасибо ДЭББИ. И давайте закроем нашу встречу, как всегда, молитвой. Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Исполнится воля Твоя. Аминь. Спасибо, Дэвид. Thank you very much. Debbie, thank you so much. It's been such a great pleasure. I learned so much. I'm sure the rest of the participants have learned so much as well.